Всем привет! Сейчас будет разбор сюжета и смысла игры Индика. Но мой вам совет, лучше закройте это видео и поиграйте в эту игру самостоятельно. А кто уже прошел или не планирует проходить, оставайтесь. Кто в курсе сюжета, проскакивайте на следующий таймлайн. Это сугубо мое личное мнение, которое сложилось после полного прохождения игры. И скажу честно, ожидал я не совсем такого. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет, а также пишите свои мысли по поводу этой игры, по поводу сюжета, по поводу всего, что можно и что не можно обсудить. Итак, кратко пробежим по сюжету. Началось все обыденно. Началось все в обычном монастыре, где нам показывают нашего главного героя Индику, и сходу нас знакомят с ее ручным бесом. Нас ругают, нас обзывают, скидывают на нас всю тяжелую работу, в общем, недолюбливают. Сколько бы мы ни старались, нас не замечают и никаких серьезных заданий нам не доверяют. До одного конкретного момента. Нам наконец-таки поручают отнести письмо. Нам доверяют выйти из монастыря. По пути мы сталкиваемся с различного рода персонажами и ситуациями, где стараемся всем помочь, но по сути выходит не всегда хорошо. Пока мы не натыкаемся на Илью. Это беглец из тюрьмы, который сбежал, чтобы попасть к кудецу и спасти свою отмирающую руку. В игре кудец описывается как какое-то средство, которое помогает от телесных и душевных недугов. Застаем мы Илью в не самом лучшем состоянии. Поэтому мы сомневаемся, что он доберется сам, и решаемся ему помочь, сопроводив его к этому самому кудецу. По пути мы находим различные священные книги, зажигаем свечки, молимся, находим иконы, получаем за это монеты, которые можно будет потратить в будущем на так называемую прокачку персонажа. В нашем путешествии мы побываем в разных передрягах. Удираем от огромного пса, падаем в угольную шахту, занимаемся перестройкой города, решаем головоломки, возвращаемся в пиксельное детство, пока однажды Илье не становится хуже. Гангрена настолько распространилась, что Индике пришлось принять волевое решение отрубить его руку. Да. Это, конечно, неприятное решение, и когда Илья пришел в себя, он был не совсем в восторге, отчего решил нас покинуть, решив, что мы ему не нужны. В конечном счете, мы через какое-то время с ним воссоединились и добрались до церкви, где и находился этот кудец. Наивная Индика исповедалась священнику, рассказав про беглеца Илью, веря, что исповедь — это величайшая тайна, но священник оказался с длинным языком, который натравил на стражу. По карме застрелили именно священника, случайно, конечно же. И пока полицай находился в шоке от содеянного, мы, пользуясь случаем, пытаемся вернуть руку Ильи на место с помощью этого чудотворного кудеца. Но, как вы могли догадаться, чуда не произошло. Пришла другая охрана и нас арестовали. Как нас? Нас заковали, а Илья умел быстро бегать, прихватив с собой кудеца. Попав за решетку, Индика попыталась договориться с надзирателем, и он вроде как согласился нас отпустить, но за определенную плату. Вы спросите, а что Индика ему даст? Индика ему даст. Как и полагается, сказано не сделано, поэтому в ход вступает наш бес, и он помогает нам сбежать. После тюрьмы мы бродим по городу, исследуем, натыкаемся на Илью. А Илья что делает? Он купил себе трубу, заложив тот самый кудец в ломбард. Мы идем в ломбард, и нам называют такую цену, которую мы не в состоянии заплатить за этого кудеца. Но хотя бы нам разрешают его подержать и посмотреть. Мы его осматриваем, начинаем трясти и получаем просто огромное количество монет. Можно кликать до бесконечности, чтобы получить сколько хочешь монеток. Но в итоге приходит понимание, что это всего лишь обычная штука, никакая не чудотворная. И эти монетки, по сути, теряют свою ценность, потому что мы можем получить их сколько угодно. Потеряв всю веру и надежду, мы бросаем четки на пол. Те самые четки, которые сжимали все эти годы, раскроив ладонь до крови. Ну а теперь смысл всей игры. Как мне показалось. Это чисто моя интерпретация. Индика на протяжении всей своей жизни, она раз за разом ошибалась в своей вере. В детстве у нее попросили ее новый велосипед прокатиться, один круг.
Она поверила, дала этот велосипед, ну а велосипед не приехал, его украли. Потом она верила, что любовь должна быть взаимной, но ее насильно отдают замуж. Затем цыган, который украл у нас велосипед, узнав, что нас насильно отдают замуж, сказал, что можно сбежать. Но для этого нам потребуются деньги на первое время. А деньги можно взять у батюшки из кассы. Поэтому он попросил ключик у Индики и сказал, что все будет нормально. Но, как оказалось, нормально ничего не было. Его на части разорвала дробь из двустволки батюшки. Верила, что нужно слушаться, и все тебе простят. Но в монастыре ее гнобили, а затем и вовсе выгнали. Верила, что священник не раскроет тайну исповедания, но он сдал Илью и перевел стражу. Верила, что чудо есть, и кудец вернет Илье руку. Но кудец оказался обычной пустышкой. И она разуверовалась во всем. Моли, служи, терпи, и будет тебе награда. Таков был смысл жизни Индики. В игре мы ставили свечки, молились, читали книги, собирали иконы, и за все это мы получали драгоценные, на наш взгляд, монеты, ведь их так было сложно набрать. В итоге мы могли потратить эти монетки на прокачку персонажа, так называемого. И в конце, когда мы уже подходим к финалу плавненько, мы находим этого кудеца в ломбарде, начинаем его осматривать, начинаем его трясти и понимаем, что из него сыпятся монеты. Мы начинаем его трясти. Трясти мы можем его сколько угодно раз. И получаем огромное количество монет, вплоть до бесконечности, я уверен. И приходит понимание, что эти-то монетки на самом деле ничего не стоят. И потом вспоминаем то, что нам игра прямо с самого начала нашего путешествия в загрузочных экранах между локациями, она нам прямым текстом говорила: не трать время на сбор очков, в них нет никакого смысла. А мы все равно верили. В этой игре мы не просто играли за Индику, нас заставили стать Индикой и прочувствовать то, что чувствовала она. Что ты думаешь? Все.